Ну вот кто может заставить? Ну вот давайте. Вы когда-то говорили, что это могут заставить украинские военные. Сейчас вы Я и сейчас говорите, так полагаю. сейчас вы говорите, Я и что сейчас так полагаю. через, ну вот это вот, надо, чтобы европейцев принудить, чтобы европейцы, потому что они спонсоры, заставили. Россия смотрит на Трампа. Об этом Лавров открыто говорит. Трамп, давай к ноге хозяина Европу и Зеленского надави на него. И тут возникает главный вопрос, а есть вообще рычаги или нет? И Трамп хочет или нет давить конкретно на Зеленского? Он ведет себя вот таким образом. Кто должен надавить на режим и заставить его уйти? Народ ничего не может. Но это мы видим за эти годы. Саша, есть такое выражение у нас: «Гуртом и батька легче быты». Вы же его знаете очень хорошо. Здесь давить надо абсолютно всем миром. И у каждого, да, есть свои возможности влияния. Ну, в первую очередь, на ком держится украинский режим? Украинский режим держится на штыках украинских военных, он держится на разведданных Соединенных Штатов, он держится на связи, которую предоставляет Starlink, и он держится на деньгах Европейского Союза. То бишь для того, чтобы это прекратилось. То есть эти все факторы должны быть нивелированы. Еще раз повторяю, да, я думаю, что к сентябрю месяцу конфликт будет завершен. И мы с вами многократно обсуждали, почему, да. Но череда этих конфликтов является катализаторами договоренностей, которые сейчас проистекают между сильными мира сего, да, между геополитическими игроками, которые все равно, ну, нельзя сесть, Саш, и договориться за один день: это тебе, это мне, это снова тебе, а это снова мне, и мне два раза, да. То есть все пытаются получить максимально выгодные для себя условия, и при этом еще два в уме и дуля в кармане. Вы же прекрасно понимаете. Еще раз говорю, я живу в реальности, при которой Соединенным Штатам выгодно не объединение России с Китаем, а объединение России в рамках большой Европы с европейскими государствами для того, чтобы потом большую Европу столкнуть с Китаем перед тем, как США выйдет в полную, да, в полное противостояние с Китаем. Его надо будет максимально ослабить. Кто его может ослабить? Европейский Союз? Нет. Россия? Нет. А вот Россия с Европейским Союзом вполне. Поэтому еще раз, да, все. Извините, вы знаете же анекдот про армянскую баню, когда все с тазиком алюминиевым за спиной, да, и боятся наклониться за мылом. Вот это сейчас происходит в мире. То Трамп есть сейчас, наклоняется. Трамп этим замылом наклоняется на Ближнем Востоке. смотрите, ему удалось провести беспрецедентную, еще раз скажу, операцию в Венесуэле. Она действительно была очень дерзкая, она была действительно очень неожиданной, несмотря на все нарушение мирового права. И то, что я, конечно же, больше симпатизирую Венесуэле, чем Соединенным Штатам, я считаю, что Штаты — это мировой беспредельщик, и всегда такими были, да, и такими остаются. И еще раз говорю, абсолютно уверен, что договариваются с фигой в кармане, и это понимает и Китай, и Российская Федерация, но операция была гениальной. Не знаю, кто ее планировал там, искусственный интеллект Тиля, да, или еще какие-то специальные, или военные штабы, неважно. То есть они совершили невозможное. Они попытались это сделать на Ближнем Востоке с Ираном, ошиблись, да, не ожидали, что конфликт затянется, но они сейчас из него выжимают максимум, в том числе и влияя на Европейский Союз, решают задачи. Чем как бы так сказать, хорошо, да, вот нельзя, ну вот смотрите, некорректно мне говорить, что это хорошо, друзья мои, но то, что так произошло, для Украины хорошо. Потому что это один из рычагов влияния на Европейский Союз, да, дестабилизация его экономической и финансовой системы приведет к тому, что Европейский Союз должен будет наконец-то озаботиться своими внутренними вопросами, потому что сейчас у него начнется проблема с логистикой, авиаперевозками, да, транспортными перевозками, судоперевозками. Это приведет к подорожанию групп всех товаров. А если товары подорожают, вы же понимаете, что потребительская корзина каждого домовладения в Европе сократится, значит, люди начнут покупать меньше. Если они начнут покупать меньше, начнет сокращаться внутреннее производство, соответственно, надо будет сокращать людей на этих производствах, нужно будет платить им пособия, налогов будет поступать в бюджет меньше, естественно, дыра
и кассовые разрывы, вернее, дефициты бюджета в каждом государстве будут нарастать. Это я не считаю прямых потерь, которые при цене бренда в районе $100, да, составляют 500 миллионов евро в день. Вот сейчас цена под 130, да, значит, соответственно, у них уже где-то под 800 миллионов в день идет прямых убытков. А еще есть косвенный, а есть еще кумулятивный эффект, да, есть еще определенная инерция, которая будет нарастать. Если Трамп сейчас полезет еще в дальнейшее продолжение, да, уничтожения добывающей промышленности Ирана, а тот, соответственно, симметрично будет отвечать по странам региона, да, по их нефтедобывающей и газодобывающей инфраструктуре, то восстановление этого комплекса, да, добывающего, логистического, займет несколько лет, что вообще поставит под вопрос уровень благосостояния, самое главное, политическую стабильность в Европе. Поэтому, друзья мои, от того, как Трамп сейчас поведет себя на Ближнем Востоке, будет зависеть благополучие Европы. И это один из рычагов. Теперь дальше мы говорим, на что Трамп еще может повлиять. Да, вот кто мы на что должны влиять. Трамп может повлиять на окружение и на восприятие Зеленского армией. Вот если Интересно. сейчас будет доказано, что окружение Зеленского заработало, да, фантастическое количество денег, да, которое не заработало на крови, да, на крови ребят, на крови мобилизованных, что недостаток денег затыкают человеческими жизнями, жизнями украинцев, да, проводя эту бесчеловечную мобилизацию, при этом выводя деньги в офшоры, в Великобританию, еще куда-то, друзья мои, это может привести к внутреннему бунту. Более того, если вы видите, власть уже постепенно готовит почву, да, она показывает вам другую социологию КМИСа, рейтинга, совершенно управляемых социологических исследований, да, которые пишутся, еще раз скажу, на коленке, да, для того, чтобы легитимизировать общественное мнение и подвести его под определенные решения, которые необходимы власти, о том, что меняется настроение, что люди уже все больше и больше согласны отказаться от территории Донбасса в обмен на завершение конфликта на нашей территории, да, и окончание этой мобилизации и так далее. Поэтому, друзья мои, еще раз, мы должны влиять. Вот, Саш, то, что мы с вами делаем, да, мы пытаемся повлиять и на мнение военных, и на мнение населения, для того, чтобы в социологических исследованиях, которые проводят не те, которые публикует Офис президента, да, а которые проводят иностранные государства, отражалась реальная точка зрения. Почему я разрабатывал форум? Для того, чтобы вы могли там высказывать свое мнение и показывать миру, что вы не хотите продолжения этой войны. Иногда миру нужно давать поводы, предлоги для того, чтобы они выскочили из этой карусели. И, к сожалению, да, мы не всегда правильно оцениваем свои возможности. Они у нас тоже достаточно велики. Нам надо просто взять и перестать жить в той рамке, которую для нас начертил Зеленский. Нам надо наконец-то еще раз осознать реальное положение дел, понимать, к чему все идет, да, какой катастрофой это может обернуться для страны. Я опять-таки у себя в Телеграме совершенно недавно проводил расчет того, сколько нам придется... Вот была реструктуризация, да, задолженностей, которую Марченко, да, министр финансов, выдал как огромную, да, победу, что там с 30 по 35 год будет выплачиваться равными траншами, да, по 2 платежа в год. Вот та задолженность, которая является гарантированным госдолгом государства. Друзья мои, эта задолженность в год, ту, которую мы должны будем выплатить, превышает в 1,5 раза довоенные доходы бюджета. Вы это можете понять? Вот бюджет Украины довоенный, все доходы, вот все, что страна тратила, не на обслуживание госдолга, а вообще на все. На зарплаты, пенсии, закупку газа, социальные программы, ремонты дорог, субвенции там, органам местного самоуправления. Это было 40 миллиардов долларов. 40, друзья. Отдавать мы должны будем 66. Где мы их возьмем? Кто нам их простит? Вот если бы нам их хотели простить, да, вот коллективный Запад, он бы простил их сейчас. Он бы сказал, смотрите, мы понимаем ваше тяжелейшее положение, мы понимаем, что вы там выиграли нам 3 года, да, они, смотрите, они не стесняются, они говорят, что украинцы умирают, да, в кредит за отсрочку
для Европейского Союза, для подготовки войны с Российской Федерацией. Я не знаю, к чему они готовятся. Я, на самом деле, опять-таки, живу в своей реальности. Да? Это люди, которые, на самом деле, зарабатывают огромные коррупционные деньги на военных заказах, потому что военное лобби, оно одно из самых сильных в мире, а во-вторых, как удобно зарабатывать, да, на секретных поставках. Но у вас же никто, это же не открытые тендера. Это же информация, которая является секретной, но потом, да, выступает прокурор ЕС и говорит, что мы тут расследуем коррупционных дел на 67 миллиардов евро в Европе. Друзья мои, а что это по-вашему? Я вам сразу скажу, да, она там не рассказала, не выдала военную тайну, но для вас же это очевидно. Это как раз поставки, и это транши, которые идут в виде грантов, помощи, кредитов, инициатив, да, ты, там, тысячи снарядов, миллиарды снарядов и так далее и тому подобное. Друзья мои, поэтому еще раз, нам всем надо объединиться, нам надо максимально выбивать почву украинского режима для того, чтобы сохранить свое государство, для того, чтобы предотвратить возможности ядерной катастрофы на территории Украины, для того, чтобы иметь потом возможность восстановить страну, которая на самом деле была лучшей. Вот, Саш, я это говорил и буду повторять. Сейчас 7 миллионов украинцев, которые попали в Европу, понимают, насколько у нас была и медицина, и образование, и финтех, и все остальное гораздо более прогрессивное и человека образующим, да, человекоориентированным, чем это есть в Европе. С переломом ноги можете сидеть в больницах европейских, я не знаю, до околения, да, по 8 часов, и не считаться ургентным больным. Посмотрите уровень сервиса и все, и уровень жизни. Друзья мои, европейцы жили хорошо только в мифах Яценюка, Тимошенко, Порошенко и всех остальных. Они все живут от зарплаты и до забора, извините, по-другому это сказать нельзя. Поэтому Украина была более успешной, и хотелось бы ее вернуть себе назад, да, и быть такой же свободной, демократичной страной, как до прихода Порошенко, Зеленского, как это было до Майдана. Значит, у меня еще короткий вопрос, и перейдем к вопросам зрителей, подведем итоги нашего сегодняшнего разговора. Вопросов, правда, очень много. Друзья, спасибо большое. Подписывайтесь, Телеграм Мураева и YouTube в описании к этому видео. Ну, в общем, спасибо большое, что смотрите. У меня очень короткий вопрос по поводу Ормуза, блокады Ирана Трампом. Ну, все больше и чаще говорят, что там тут два момента. Момент первый. Вышел 60-дневный срок, где Трамп может воевать за бугром, американским имеется в виду, без согласования Конгресса. Но все говорят, да ладно, Обама тоже так делал, там все так делали. То есть ничего страшного, они там как-то это все урезонят, это ну, вообще страна юристов, подумаешь. Но это очень важно, и вот этот маркер, 60 дней сегодня истекают. И все говорят о том, что будет какая-то эскалация. Но меня в этой ситуации, отталкиваясь от вашего последнего тезиса о том, что какая была замечательная страна, как-то немножко, с одной стороны, ну так, нервно повеселил ролик искусственного интеллекта, который с искусственным интеллектом создали иранцы, где иранские ракеты летят по украинским дата-центрам с конкретными четкими адресами. В Днепре, в Харькове, представляете? И они там снимают, там Аятолла дает отмашку, и они полетели по Украине. Знаете, как это утром в газете, вечером в куплете или наоборот? Да? Ну, мы понимаем, что они это как бы тоже делают неспроста, да? Объявляя адреса. Тут ключевое не то, что там ракеты, мультик сняли, а тут адреса, колл-центры, дата-центры, вычислительные центры. Они утверждают, что с территории Украины тоже планировали вот эти те или иные атаки. Полетят иранские ракеты по Украине, мы дойдем до такого, ну, до такого места спирали этой эскалации? Саш, в этом мире и в этой жизни уже, наверное, ничего нельзя отрицать, да, и однозначно утверждать, но я в это, честно говоря, не верю, да, и Иран сейчас не в том положении, чтобы открывать еще второй фронт. Однозначно искусственный интеллект – это вызов, однозначно валюта завтрашнего дня – это вычислительные мощности, и чем больше их строится, и чем больше вкладывается в это денег, тем интеллект мощнее, да, и, кстати, это одна из тем, которую я обсуждал
и в Китае, да, они заинтересованы в восстановлении нашего энергетического потенциала, в том числе и для строительства дата-центров, для увеличения вычислительных мощностей, да, и они рассуждают, что следующая там условно валюта, еще раз говорю, это как раз расчетные мощности, которые будут у того или иного государства, да, почему, в общем-то, я постоянно и говорю, что, друзья мои, да, искусственный интеллект — это один из следующих вызовов, которые все тяжело и еще, наверное, не до конца осознают, и что тут самый главный вопрос общественного и человеческого контроля, чему этот искусственный интеллект будут учить, кто будет прививать ему ценности, и не сработает ли он однажды против нас. Но, возвращаясь к Ирану, скажу, да, то есть я думаю, что 60 дней, которые, вы говорите, истекают, они остановят Трампа. Трампу надо выходить из этой ситуации. Кто будет блокировать Ормуз, кто будет на самом деле играть на повышение стоимости цены нефти, сейчас не столь важно. Важно, что это рычаг, который необходим и Китаю, и Российской Федерации, и Соединенным Штатам для того, чтобы повлиять на Европу и решить опять-таки, свои геополитические вопросы в рамках треугольника, который мы с вами постоянно обсуждаем: Вашингтон, Москва, Пекин, и урезонить тех, кто мешает осуществлению этих договоренностей. Иран, к сожалению, очень сильно пострадал. Иран сейчас сконцентрирован в первую очередь на окончании конфликта. Ему хотелось бы выйти из него, да, но учитывая, во-первых, мобилизацию внутри иранского общества вокруг власти Ирана, которую хотели заменить Соединенные Штаты Америки, да, вполне возможно, что они продолжат, да, противостояние с Соединенными Штатами, несмотря на, ну, не то что вполне возможно, а продолжат. Особенно учитывая то, что их будет поддерживать при этом и Китайская Народная Республика, и Российская Федерация, решая свои задачи. Да, Ну, друзья, я не думаю, что удар будет соответствующий по Украине. У них нет сейчас ни сил, ни средств, ни желания тратить свой потенциал, который может понадобиться уже в существующем противостоянии США и Израиля. так, значит, поехали вопросы от зрителей. Начнем с клуба зрителей Шелли. Спасибо, что добавляетесь в это закрытое там сообщество, где своя камерная атмосфера. Оттуда потом сообщество YouTube и чат-трансляция вот таким, собственно, образом, как всегда. Поехали. Вопросов, правда, очень много, поэтому попрошу лаконично, чтобы большее количество пройти. Александр, Светлана пишет: вас, Евгения, с праздником всех трудящихся, пусть все приложится. Вопрос к Евгению. Какой сейчас вы видите выход для простых граждан Украины, чтобы изменить ситуацию в стране с точки зрения экономиста, юриста и бывшего активного участника молодежных процессов? Имею в виду Конгресс в Льеже. Какой практический путь именно сейчас вы бы предложили украинцам, где, как вы говорите, нужно поучаствовать каждому? Дорогие друзья, еще раз, да, сейчас самое главное — сохраниться, выжить, не попасть ни в ТЦК, не стать сопутствующими жертвами, как бы мне это не нравилась формулировка, да, но, к сожалению, при каждом обстреле, да, при каждом симметричном и несимметричном, да, ответе Российской Федерации на конфронтацию, да, гибнут мирные наши граждане. Поэтому, друзья, выживите раз, доживите до момента, когда это все закончится. Я сейчас как раз готовлю глобальный план восстановления страны, да, с конкретными предложениями, с конкретными участниками. Он будет сделан и в видеоформате, и в формате расчетов, и в ближайшее время он будет вам полностью представлен. Я вот сейчас как раз, если вы видите, не в привычной обстановке, да, потому что нахожусь в постоянном перемещении. Сейчас меня застало в одной из провинций, да, к сожалению, сегодня праздники, продлятся они до 5 числа, дальше я продолжу. Но обязательно это вам все покажу, расскажу и предложу. И надеюсь, вы станете участниками, да, этого обсуждения, потому что я не претендую на истину в последней инстанции. Я хотел бы, чтобы этот план и стратегия восстановления и развития стала нашей общей, вокруг которой сможем объединить всех украинцев.
Анна интересуется, почему украинцы не верят в юридическо-бюрократический путь, который наиболее Западу понятен, и говорит о том, что много же есть международных организаций с электронными приемными, туда пишут обращения, туда отправляют электронные письма, что в принципе тоже с определенной долей анонимности работает. А получается, Запад не слышит антивоенных голосов и делает выводы, что всех все устраивает. Вот вы как отвечаете на вопрос? Запад все устраивает или, ну, как есть, или они просто не слышат украинцев, которые за мир? Давайте разделим Запад. Во-первых, Запад неоднороден, и мы видим сейчас сегментацию внутри Европейского Союза. Мы видим, как меняются электоральные настроения. Да, вот недавние выборы в Болгарии. Мы понимаем, какая ситуация сейчас в Германии. Растет АДГ. Да, мы видим политический кризис во Франции. То есть ситуация меняется. Чем хуже, надо разделить интересы элит, интересы государства, интересы народов. Они всегда разные, причем во всех странах, кто бы там чего ни говорил, да. То есть мы не всегда поддерживаем свою власть, и не всегда она отражает чаяние нашего народа. Так вот, сейчас у власти в Европе тех, кто приходил на глобальные повестки под влиянием там Блэк-Роков, так называемых глобалистов и так далее, да, их время заканчивается. И как бы мы сейчас пока не апеллировали, да, к их сознанию и не пытались там писать какие-то, как вы говорите, организации, они предпочитают этого не замечать, пряча за своим двуличием. Поэтому я и хотел сделать форум, да, для того, чтобы нас были миллионы, для того, чтобы этим могла пользоваться в первую очередь европейская оппозиция, которая сейчас набирает обороты, которая могла бы использовать это в своей предвыборной, становясь властью, потом пойти все-таки нам навстречу. Нам придется пересматривать все эти долги, их придется списывать или от них придется отказываться, потому что, друзья мои, мы не потянем этот госдолг. И еще раз, нам либо придется уходить в другую гавань и прятаться за широкими спинами, да, объявляя дефолт и говоря, что мы не будем возвращать эти деньги, либо выходить в какой-то конструктив с новыми лидерами европейских государств. И к тому, и к другому я готовлюсь, я готовлю план, как это делать, и опять-таки буду его с вами обсуждать. И тут важно, чтобы наша воля совпадала с нашими желаниями и, главное, возможностями. Мгм. Вот такой вопрос от пользователя. Зачем Мураев и сообщество YouTube похоронил шансы единой оппозиции? В марте 2019 года он снял свою кандидатуру в пользу Вилкула и вышел из Медведчуковской партии «За життя», примкнул к Ахметовскому крылу оппозиционного блока. Вилкул сегодня возглавляет Совет обороны Кривого Рога. Эти события стали важным этапом переформатирования оппозиционного фланга украинской политики перед президентскими и парламентскими 19-го, где помним, кто победил. Боль моя, на самом деле. Вы сейчас это с 11-метровым мячом и прямо туда, куда не хотелось бы. Давайте объективно. Кто такой Юрий Бойко, вы прекрасно увидели сейчас. Я это понимал тогда. Кто такой Медведчук, я вам говорил тоже прямо, вы это тоже все осознали. Почему, в общем-то, я оттуда и вышел. Когда Медведчук пошел открыто в политику, я сказал, что я в этом участвовать не буду. Я строил центристский проект. Я понимал, что невозможно, да, с такой повесткой, с такими людьми, с Суркисами, с Бойко, с Медведчуком претендовать на большинство. Имитировать оппозиционную деятельность я не хотел. Я хотел объединить украинцев, я хотел создать центристский проект. Я понимал, что у нас нет электоральной математики, и с кумом «ах, какого человека» мы будем жалкой оппозицией, вокруг которой всегда будут объединяться праворадикальные силы, диктовать свою повестку, что, в общем-то, и произошло. Но плюс вы увидели, что Бойко никакой не оппозиционер, да, это на самом деле человек, который всю жизнь представлял интересы Фирташа, да, интересы так называемых газовиков, тепловиков и так далее. И они всю жизнь являлись симбиотом власти. И сейчас вы видите, как он голосует вместе с Зеленским. Касательно того, что я объединился с остатками ОПО-блока, так не только с остатками ОПО-блока. Я вам напомню, что было 5 партий. Была партия мира и развития, была партия мэров, к нам входило 60 голосов. Друзья, мне нужен был ресурс. А где его должен был взять, если одновременно и Российская Федерация, и Украина, да, сначала Украина, а через 3 дня Российская Федерация ввели против меня санкции. Когда я, ах, какого человека послал
по замечательному пути, и всех остальных вместе с ним тоже, понимая, что они собираются имитировать бурную деятельность. Конечно, мне нужен был ресурс, мне нужны были мэры, мне нужны были средства массовой информации, и они объединились, да, мне удалось объединить тогда 5 партий. Получилось криво? Криво. Саша Вилкул поступил не так, как я от него ожидал. Да 100%. Стыдно мне за это, стыдно. Только обратите внимание, вы думаете, не получал предложения, как Вилкул, орать «Слава Украине» и что-то возглавить? Вы серьезно думаете, что никто мне такого не предлагал? Предлагали много раз. И в самом начале войны, и в обмен на телеканал, когда еще перед тем, как его закрыли. Друзья мои, я свой выбор сделал. И мне не стыдно на себя смотреть в зеркало. А были ли в моей жизни ошибки? Были. И я их признаю. И вам их тоже надо научиться признавать. Больно, больно. Но если мы их не признаем, движение вперед для нас заказано. Вот такой вопрос. Евгений, скажите, злоба зреет внутри людей, и внутри страны уже происходят вспышки с использованием огнестрела. А когда вернутся с фронта, увидят, что домов уже их нет, и тем более будет большая трагедия. Только диктатура сможет остановить этот снежный ком эскалации. Саша, давайте заменим слово «диктатура» Это человек на писал, да. командно-административную систему. Дорогие мои друзья, смотрите, диктатура – это там, где попираются права граждан. А командно-административная система – это и плановая экономика, и это и жесткое верховенство права. Да, надо жестко, надо однозначно принимать соответствующие законы. Я против оружия на руках. Я считаю, что оно будет, как у Чехова, стрелять и не в третьем акте, а в первом. И вы это видите с каждым днем все больше и больше. И не найдете вы людей, которые за зарплату в 20-30 тысяч гривен, я имею в виду за зарплату патрульной службы, будут рисковать собственными жизнями во имя вашей безопасности. Поэтому надо максимальное количество действий сделать для того, чтобы предотвратить совершение преступлений. Да? Нужно будет однозначно изымать это оружие, выкупать его, надо использовать мировой опыт. Его раньше выкупали, да, а потом принимали жесткие законы у тех, кто не захотел его сдать или продать государству. До 15 лет с конфискацией. Друзья, командно-административная система показала свою эффективность, поверьте мне, я когда вам буду рассказывать, да, о плане, то, о чем я говорил, да, восстановления и развития Украины, да, ее восстановления, и где буду рассказывать об опыте Китая, вот все то, что вы увидите, поверьте, вы ничего о Китае не знаете. Вы даже не представляете, насколько это передовая, мощная экономически и политически система, да, и она как раз построена на пятилетках, на командно-административной системе, на планировании, на проектировании всех этапов развития. Нам надо к этому возвращаться, потому что рыночная экономика, да, ее осудил даже Трамп, который сказал, что благодаря рыночной экономике они сейчас находятся в жесткой зависимости от КНР, да, от производственных цепочек и от некоторых монополий, в том числе и в редкоземельных металлах, да, в связи с чем они не могут на Китай влиять сугубо экономически. Если помните, после встречи Пусана дали заднюю. Я могу долго об этом говорить, меня просили коротко. Да, давайте перейдем к вопросам из чата трансляции. Спасибо, друзья, что пишете. Вот с такого начнем. Реагирует на воспоминания про Вилкула. Пишет человек: я видел, как били Нестора Шуфрича толпой у Шустера, а Мураев спокойно стоял рядом, и тогда он тоже все понял. Вы просто забыли Нестор, чтобы вы понимали. Это один из соратников Медведчука, чтобы вам было ясно, да, и обратите внимание, говорю как есть, да, он вылил на меня грязи ушат. Шуфрич. Ушат публично, а не публично, да, потом говорил: Жень, извини, но ты же понимаешь, так надо. Я таких людей не люблю, я ему в лицо все сказал. И я вам скажу, если вы помните, его бил гражданин Бутусов. А человек, которого я немножко за шею поддержал на одном из ток-шоу у себя на телеканале, да, он писал на меня заявление. Почему с ним не справился Шуфрич, я не знаю. Но на самом деле у меня был такой же конфликт, и я изначально думал, что Нестор ему, извините, наваляет. Да? Почему так вышло по-другому? И почему Нестор перед этой дракой пошел, переоделся из белой рубашки в гольф, догадайтесь сами. Я в театрах политических принимать участие не люблю.
Владимир задает вопрос. Александр, Евгений, добрый день. Все же, как думаете, зачем Карл III приезжал к Трампу? Что он согласовывал? Дорогие друзья, мне понравилась фраза, да, что если бы мы не вмешались, вы бы говорили на французском. Да. Помните, да? Это Карл на самом деле намекнул, что это всю жизнь были колонии Великобритании. Так вот, смотрите, Соединенные Штаты до сих пор находятся в некоторой зависимости от Лондон-Сити. И то, что сейчас делает Трамп, публично унижая короля, да, похлопывая его по плечу, что прямо запрещает протокол, да, идя разговаривая с карабинером, да, не с ним, а король сзади семенит, как этот, нарушая вот вообще все мыслимые протоколы, это попытка выйти из зависимости, показав, что Лондон больше не является геополитическим игроком. И то, что туда приехал король, да, понятно, что его обращения ориентированы и адресованы лишь части элит. То есть сейчас, ну, по сути, происходит мировая революция. Знаете, есть такое выражение old money. Так вот, молодежь, да, Цукерберги, техногиганты сейчас совершают определенную революцию, в том числе элитарную. Да, что такое революция? Это смена элит. Вот она в том числе происходит и в США. И почему, когда мы с вами обсуждали, а может ли там быть гражданская война, я вам говорил, что я этого не исключаю. И пробу пера вы видите в многих штатах, потому что там происходит внутренняя революция. И эта внутренняя революция происходит на глобально-политическом, геополитическом уровне в мире. Поэтому король пытается сохранить остатки своих колоний, но это ему вряд ли удастся. Вот такой вопрос. Выход ОАЭ из ОПЕК – это прагматичное решение или результат внешнего давления? Как оцениваете, Это интересуется Андрей? результат, я считаю, внешнего давления, раз. Это понимание того, что в том числе Ирану сейчас помогает и КНР, и Российская Федерация. Но еще раз, это привело к тому, что цена на нефть пошла вверх. А как вы понимаете, Объединенные Арабские Эмираты – это страна назначенная, где вы можете приехать с чемоданом кэша, купить квартиру, тут же продать ее какому-нибудь покупателю за белые деньги и легализовать свой грязный кэш. Где такое возможно? Если у вас, извините, все 14 пунктов ФАТФа подписаны, да, благодаря Зеленскому, и у вас происходит глубокий комплаенс всех платежей, банковских счетов, да, вы полностью под колпаком у Финмона, да, Соединенных Штатов Америки, а в Арабских Эмиратах можете делать что угодно, да, почему у них так разрослись стройки, да, и инвестиционный климат? Потому что это всемирная помойка. Кто это сделал? Это Соединенные Штаты благословили, выдали индульгенцию. Значит, они, соответственно, и влияют на этот регион. И как вы думаете, ОАЭ мог выйти из ОПЕКа без разрешения Штатов? Ответ очевидный – нет. Нефть выросла? Выросла. По ком ударила? По Европе. Друзья, коротко отвечаю, но еще раз говорю, идет принуждение и Зеленского, и Европейского Союза к выполнению тех договоренностей, которые сейчас формализуются между Китаем, между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. И тем, кто не поймет, это просто будет дорого стоить, но это все равно придет к завершению, к строительству новой мировой архитектуры безопасности, переделу сферы влияния, новому миропорядку. Так что как-то так. Вопрос. Если война не закончится, как пережить украинцам следующую зиму? Друзья мои, мы ее можем не пережить. Надо сделать все, чтобы она закончилась. Надо еще раз. Вот ваша задача сейчас выжить. Я думаю, что это завершающий этап. Да, могут быть большие провокации. Их сейчас устраивает каждый день Зеленский, буквально выпрашивая ядерный удар в ответ, чтобы сорвать те договоренности, которые есть у Соединенных Штатов, Китая и России, превратив Россию во вселенское зло, сделав ее самым страшным и токсичным геополитическим игроком, чтобы эти договоренности не состоялись, и Великобритания как-то сохранила остатки своего влияния, включая, да, глобалистский проект и влияние некоторых европейских государств, которые себя видят за столом принятия мировых решений. Но их там не будет. Юра интересуется, как понять сейчас, что сейчас хлеба производится на 18 миллионов человек. Это написали сводки из украинских СМИ. Нас реально 18 миллионов?
Дорогие друзья, индекс хлеба – это абсолютно непризнанный показатель. Кто считал, как считал, мы с вами не знаем. Но то, что, смотрите, порядка 10 миллионов находится украинцев в Российской Федерации и больше 7 миллионов в Европейском Союзе, да, 17, нас было 42, значит, 45 пускай, да, значит, не больше 28 в стране, но еще ж многие наши граждане не берут защиту в европейских государствах. Мы не считаем граждан, которые находятся в Китае. В Китае, кстати, очень много украинцев. Да? Мы не считаем тех, кто уехал в Штаты, в Канаду, в Великобританию. Друзья мои, да, я думаю, что в стране сейчас порядка 20 миллионов, не больше. И чем дольше будет продолжаться конфликт, тем меньше украинцев будет оставаться в стране. Чем дольше конфликт будет затягиваться, тем больше шансов, что они ассимилируются в странах своего временного пребывания, да, они заменят его на постоянное. И тем меньше шансов, что мы свою страну восстановим. Евгений Мураев был моим собеседником сегодня, были в прямом эфире. Саша, давайте чем-то позитивным закончим. Это же какой-то ужас. Опять все пропало. Друзья мои, я верю в мир. Я верю в то, что все заканчивается. Еще раз говорю, берегите себя. Мы движемся к завершению конфликта, потому что не от нас это зависит, да, но сильный мира сего, судя по тем моментам, которые я постоянно пишу в Телеграм. Друзья, я не пытаюсь, да, вас там поднять вам настроение, да, но я пытаюсь, чтобы вы не потеряли самообладание, да, верьте в себя, верьте в силы, верьте в наше будущее. Без этого, мы не сохраним государство, оно у нас лучше. Несмотря на все эксцессы. Вот вы говорите, вот чем-то закончим позитивным. Позитивным давайте закончим. Что для вас 1 мая? Голосовали на протяжении всего эфира наши зрители. И вот, пожалуйста, значит, пережиток СССР – это 5%, 11% обычный день, 18% это шашлыки, а 66% это праздничный день для рабочих людей. И вы знаете, вот этот вот... Понятно, что идеологический советский культ рабочего человека, он подпитывался разными, скажем так, источниками, и он, наверное, правильный, рабочих всегда больше, понимаете? И, скажем так, культ рабочего человека, пускай, понятно, все было, и в СССР было все, и везде было все, но тем не менее, уважение к рабочему человеку и солидарность людей труда, это то, как все-таки... Вот мы это профукали. Не большую страну, а это. Понимаете? Саша, это не мы профукали на самом деле, а у нас целенаправленно вырабатывали стойкое неуважение к людям рабочих специальностей. Да? Мы начали институты плодить юристов, экономистов, в общем, бездельников на самом деле. Друзья мои, я был в компании King Long, это производитель автобусов, да, достаточно крупный, который заинтересован в том числе и в размещении производства на территории Украины, потому что мы боженька и поцелованные. Да? У нас рынок стран СНГ и рынок Европейского Союза под боком, да, и, соответственно, логистическая составляющая была бы минимальная. Так вот там работает порядка 15 тысяч человек со средней зарплатой $1500. Да? Поверьте мне, они своих сотрудников пыль сдувают. И эти люди, на самом деле, являются самыми уважаемыми и высокооплачиваемыми сейчас в Китае. Я думаю, что нам тоже надо начать мыслить параметрами производства, да, созданием рабочих мест, и все у нас будет хорошо. И будет куда возвращаться, и будет куда переделывать наших военных и направлять их в мирное русло. Так что не все потеряно, у меня есть план. Да, друзья, всем большое спасибо. Берегите себя. Спасибо всех с праздником. Да, с 1 мая. Добра и света. Увидимся.